Нежная песня смерти. Автор старый Ирвин Эллисон. Смерть – это высшая форма любви. Чарльз Мэнсон. Трое могут сохранить тайну, только если двое из них мертвы. Бенджамин Франклин. Сегодня нам под вечер сказали, что завтра утром будет наступление всеми частями для взятия захваченных врагом 4 высоток. Это разливались хмельными соловьями радисты. Поможет отрезать врага от снабжения, чтобы они вскоре сдались от нехватки патронов, взрывчатки и провианта. Все радовались, кричали «Победа за нами!» А вот загуляем и так далее. Радовался и я, ведь я, дачей немолодому командиру взятки в лице трофейного автомата, сумел попасть к тем, кто завтра встретится с самым опасным и многочисленным отрядом неприятеля. Он спросил, хочу я смерти или трофеев. Я дежурный и браво отвечал про победу над врагом и трофеи, и он, понимающе кивал, ставя меня в пример. Но истинная причина моей отваги и радости была совсем иной. Ведь именно там, на поле боя, на поле смерти, находится то, что единственно радует меня и дает ощущение настоящей жизни. Она, песня, с которой не сравнится никакая иная музыка, на фоне которой все прочее лишь жалкое глумление над самим понятием пения. Песня, слышная лишь тем, кто чувствует суть вещей и обостренным до нельзя восприятием, и принимающей разумом, и которой нет замены, подобия. Ее каждый может спеть лишь раз, ее нельзя записать как так называемое музыкальное произведение, и повторить ее тоже полностью нельзя. Все поются своими нотами. Эту песню не слышат те, кто видит лишь декорации, которые зовут мир, слепые, как новорожденные котята. Естественно, ведь лишь одно явление может раскрыть проход, из которого раздается она. И лишь ради нее, лишь поэтому я пришел на передовую в грязь окопа, заразу и страдания среди пьяных сослуживцев и вонь пота с пойлом. Но я стоически переносил это, ведь я слышу ее. Когда я пытался пояснить другим, они не поняли ограниченные натуры, и я разочаровался. Слышащим среди глухих быть больно. Жизнь полностью разочаровала меня. Лишь одно в ней – дело стоящее. Лишь находясь рядом со смертью, желательно подаренной своими руками лично, можно слышать ее, ибо лишь смерть раскрывает врата туда, откуда поет она, тем, кто может слушать по-настоящему. Когда я сражался в бою, отказываясь от любого ближнего боя, я слышал, и это услаждало мой слух, ничто не портило песню, я становился по-настоящему счастливым. Когда я утром прикончил, фу, какое мерзкое слово для обозначения перехода туда, 10 солдат, я слышал едва-едва, ведь пришлось стрелять из пулемета издалека, и они не видели меня, что ослабляет прекрасные ноты, которых нет больше нигде и никогда. Самое обидное, что они не слышали совсем, ведь когда погибаешь в сознании при поражении, ты поешь ее сам чисто и во всю силу, и это куда прекраснее, чем просто слышать. И я надеюсь, что когда-то и мне достанется эта радость. Меня поздравили все сослуживцы, сказав, что так рисковать жизнью достойно воина, но я сидел на поваленном дереве и смотрел на выжженное поле боя совсем грустным. Она была совсем тихой и почти не была различима. Я чувствовал себя едва ли не обманутым. Поплелся со своими праздновать, конечно же, и за бравыми криками прятал горе, желая снова попасть туда,
услышать единственную песню, достойную существования. Единственное, что как-то привязывает меня к жизни, единственная радость, которую не поймет никто, кто не слышит. Как объяснить слепому от рождения ощущение багрового заката? Наши играли на гитарах. Походные девки обслуживали всех. Лишь я отказался от питья и девок, тем более после них почти все солдаты лечились от понятных болезней, все с каменным лицом в ожидании. Ожидании скорой встречи с ней, моей единственной любовью в жизни. И на следующий день ожидание оправдало себя. При очередной вылазке я всегда на такие разведоперации сам вызывался вне очереди. Понятно почему. Прямо из-за низких деревьев выскочило трое неприятелей и сделали то, чего я втайне ждал. И они слышали, боялись, но слышали. Я безошибочно это понял, и глаза говорили, что они тоже слышат ее и жаждут того же, что и я, наконец-то. Принять смерть в настоящем сражении от своих собратьев по пониманию, а не в постели с жадной роднёй, что может быть лучше. Единственный достойный конец так называемой жизни, которая вся жертва для нее, дабы звучала она и дарила подлинный смысл тем, кто может понять всю иллюзорность текущего. Когда их автоматные очереди пронизывали меня, а моих, я с наслаждением пел ее, пел и пели они, слышать и петь одновременно. Никакое озарение не сравнится с этим, и пароход туда открылся для меня и их. Для нас во всей красе я увидел, что там ради этого стоит покинуть помойку из декораций под имением «Обычный мир». Или кто там думает, что красота может идти из этой кучи мусора? Нет, это тень настоящего мира, его красота. Я отправился туда. Когда наши трупы всех четверых нашли мои сослуживцы и обчистили всем карманы на предмет трофеев, они не понимали экстаза на наших лицах. Они не слышали, они не знают истинной радости. Приписывали победе над противником, но они не знали правду. Ведь я счастлив, его увидел единственный стоящий, его пел ее, настоящую, единственную настоящую песню.